Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание нашей входной двери. Поговорим о защитных ритуалах на входную дверь, а также как правильно провести защиту своего дома от недоброжелателей, врагов и вообще от негатива. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы много узнаете для себя важной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео, обязательно в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю», а также поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а мы с вами начинаем. Для того, чтобы обезопасить свой дом, свою семью от зависти, от болезней, недоброжелателей, очень важно знать, как правильно проводить защитные практики, ритуалы на входную дверь. Потому что именно входная дверь – это та часть нашего дома, которая не защищена, и через нее больше всего проходит как негативного, так и недоброго. Ведь недаром выражение «мой дом – это моя крепость» пришло к нам с 17 века. И оно означает, что дом – это действительно то место, где наши члены семьи чувствуют себя в полной безопасности. Но часто как раз на дом и покушаются наши враги и просто нехорошие люди. На него могут наслать сглаз, несчастье. При этом осознанно они это делают или неосознанно. Поэтому наши предки входную дверь часто представляли входом в потусторонние миры. Именно поэтому, защищая жилье, они использовали определенные практики, ритуалы на входную дверь. И чаще всего использовали практики, которые несли как защиту, так были и оберегом. И защитные обереги – это, наверное, самый простой и быстрый способ защиты. Но помните, что такие обереги вешают на саму дверь или сверху двери. И самый распространенный оберег – это крест. Его вешают над входной дверью, и он считается защитой от всего, от материального и духовного. Далее подкова. Подкова – защитный оберег, наверное, еще более древний, но его нужно вешать на дверь или над ней. Над ней только внутри вашего дома. Конечно, в качестве оберега лучше всего подойдет настоящая подкова, но если такую достать негде, то вы можете использовать покупную, а лучшим вариантом, если вы сделаете своими руками. Помните и о том, что подковы, если вы повесите вниз рожками, то вы получите мощный защитный оберег от порчи и всевозможных бед. А если повернуть подкову наоборот, то получается оберег на привлечение удачи и богатства. А моя бабка, которая жила в лесу и знала многие секреты, она постоянно подкову вешала то рожками вниз, то рожками вверх. В среднем где-то по 1 неделе. И так она говорила, что они меня и защищают, и приносят в дом изобилия. Также прекрасными оберегами являются травы. Это можжевельник, это зверобой, это мята, полынь и даже веточки рябины. Поэтому для них вы можете сделать мешочек и повесить над дверью, либо на дверной косяк. Также наши предки использовали колющие и режущие предметы для того, чтобы защитить входную дверь. Также можно использовать шило, иголки, ножи. Конечно же, проще всего взять иголки только целые. И желательно, чтобы этими иглами хозяйка попользовалась. Их нужно сложить крестом так, чтобы все концы были одинаковыми. Далее связать их нитью, непременно синей, и после этого сказать определенные защитные слова и повесить. Нож, над которым читали целый месяц защитные молитвы, также защищал от хвори и от неприятностей. Его желательно завернуть в чистую ткань и спрятать возле двери у входа.
Далее вы можете проводить и защитные практики. Для этого вбивается 3 гвоздя в дверной косяк. Вбиваем по гвоздю и говорим следующие слова. 3 стальных гвоздя вбиваю, дом свой от всех врагов, от нелюдей, от зла защищаю. И вы знаете, каждый раз, когда хозяйка последняя выходит из дома, возьмите за ручку входной двери и скажите 3 раза: «Пусть на моем пороге у вора отнимутся руки и ноги». Ну а самым простым и действующим символом является нарисованный крест. Что для этого мы делаем? Вам нужно взять церковную свечку, но обязательно освещенную, и выжечь крест над входной дверью. В это время читайте любую защитную молитву. Также очень важно помнить, что в день нельзя проводить более 1 ритуала, а слова практики читать нужно не сбиваясь. Лучше всего, если вы ритуалы будете проводить ранним утром, например, в пятницу. И одним из самых древних из таких ритуалов именно проводят ритуал с солью. Нужно осветить в любой церковный праздник простую кухонную соль. Если она такая у вас есть, это вообще отлично. И обойти все комнаты в своем доме. Этой солью вам нужно посыпать входную дверь и углы комнат и сказать следующие слова. Как я сыплю эту соль, чтобы не впускать в дом зло. Так пусть никакая опасность не проникнет ни через дверь, ни через щель. Такова моя воля. Аминь. А вот для проведения следующего ритуала нужно наполнить солью солонку, но обращаем ваше внимание, что солонка должна быть именно деревянная. И налить воду в чистое ведро. Далее левой рукой взять из солонки 3 щепотки соли и бросить в ведро. Далее этой водой нужно помыть порог и сказать следующие слова. Порог дома моего солью примываю. Соль всю гниль уберет, а все плохое в мой дом не войдет. А что войдет, откатится обратно, как незваный гость. Аминь. Затем эту воду вам нужно вылить так, чтобы никто этого не заметил. Когда у вас дом частный, то у крыльца вы можете выращивать особые травы для его защиты. Это может быть и папоротник, это может быть и куст можжевельника, это могут быть цветы лилий или ноготков. Поэтому помните, что испокон веков эти травы отпугивали зло в нематериальном его воплощении. А так как сейчас очень достаточно тяжелое время, когда очень много злых людей, завистливых людей, то мы с вами должны защищать свой дом, свою квартиру, а вот того зла, негатива, которое пытается пролезть через входную дверь. И, друзья, если вы знаете какие-то свои практики, обязательно проводите эти практики, потому что сейчас тяжелое время, а нам нужно всегда быть под защитой высших сил, под защитой нашего ангела-хранителя. Поэтому обязательно проводите, хотя бы 10%, если вы будете проводить этих практик, которые мы озвучили, вы увидите, что действительно защита будет работать, и в вашей жизни действительно будет все хорошо. Мы всем нашим слушателям, нашим гостям канала желаем мира, желаем гармонии, благополучия, изобилия. Обязательно берегите себя и будьте нам здоровы.